Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, в последнем видео я рассказывала о том, что посольство США в России практически полностью прекратило свою деятельность по выдаче иммиграционных и неиммиграционных виз. Но вчера появилась информация о том, что правительство России проинформировало посольство США о намерении отложить этот запрет. В связи с этим посольство частично возобновит свою работу в сфере обслуживания граждан США, а также обеспечит оформление иммиграционных виз в приоритетных и неотложных случаях. Это, безусловно, хорошая новость, но если внимательно прочитать информацию, то становится очевидным, что рассылать приглашение на интервью для победителей лотереи Green Card посольство все равно вряд ли начнет. К тому же правительство России лишь временно откладывает запрет, а посольство США частично возобновит работу только до 16 июля. С учетом того, как быстро меняется ситуация, скатываясь в худшую сторону, я не удивлюсь, если это решение переиграется еще не раз. Еще одной новостью за вчерашний день стало утверждение перечня недружественных стран, о котором я рассказывала в других видео. На данный момент в этот список вошли только США и Чехия, но, как нетрудно догадаться из этой новости, потепления в отношениях между США и Россией ожидать не стоит. Что случится завтра или через месяц, предугадать невозможно. А потому еще раз повторю, если у кого-то из победителей лотереи есть возможность выбрать местом проведения интервью другую страну, благодаря второму гражданству, виду на жительство или трудовому контракту, или есть возможность оперативно заняться оформлением вышеперечисленного в любой стране, где собеседование уже назначают, а дипломатические отношения между странами не заходят в тупик, действуйте. Конечно, ситуация может решиться сама по себе, и собеседование в Москве начнут проводить. Или правительство США даст возможность выбрать другую страну для проведения интервью. Может, помогут и суды, которые добьются смены локаций или зарезервируют определенное количество виз. Все это неплохо, и каждый из вариантов вполне вероятен. Но если вы можете сделать что-то самостоятельно, просто делайте, чтобы потом не жалеть о том, что упустили возможность. Друзья, у нас не всегда получается уследить за всеми новостями, а потому просим вас делиться любой полезной и новой информацией на тему Green Card и ситуации с проведением собеседования в разных странах в комментариях. Благодаря вашей помощи наши видео будут выходить еще чаще и оперативнее. А если в новых видео мы не озвучили никакой информации для других стран, например для Узбекистана, это не значит, что мы забыли или не следим за ситуацией. Это значит, что новых данных нет. И как только они появятся, мы обязательно сообщим. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.